В течение тысячелетий Красное море разделяло континенты Азии и Африки. Они достаточно близки, чтобы помахать друг другу рукой, но достаточно далеко, чтобы перемещение между ними требовало планирования. Волшебницы справляются с этой задачей, но пришло время сделать что-то лучшее. Именно поэтому инженеры представили амбициозный мегапроект туннелей и мостов, который не только соединит два континента, но и навсегда изменит этот регион. Миллионы лет назад арабский континент медленно откололся от Африки, открыв водную трещину, которую мы теперь называем Красным морем. Это место известно своими кристально чистыми водами, которые выглядят как отфильтрованные, даже когда это не так, а также коралловыми рифами, которые словно нарисованы чрезмерно усердным художником. Давайте подробнее остановимся на одном конкретном месте – Тиранском проливе. Каждое судно, направляющееся к верхним портам, должно было пройти через этот один и тот же узкий коридор. С одной стороны находится Египет, Синайский полуостров, суровый, золотой, с курортными городками. С другой стороны Саудовская Аравия, побережье Тибука, где тихие пустынные холмы сплетаются прямо с неоново-голубой водой. Расстояние между ними кажется крошечным на карте, почти как если бы кто-то забыл соединить линии. Это потому, что ширина пролива всего около 8 миль, 13 километров. Достаточно близко, чтобы в ясный день иногда можно было увидеть противоположный берег. Это важный транспортный узел, и именно этот зазор дизайнеры хотят превратить в прямую дорогу и железнодорожную связь. Так что же они на самом деле пытаются построить? Идея заключается в том, чтобы создать единый маршрут между Синайским полуостровом и побережьем Тибука. Инженеры все еще решают, будет ли это мост, туннель или гибрид, комбинация двух решений. Проблема заключается в воде. У самого берега дно достаточно мелкое, чтобы поддерживать прочные колонны, но чем дальше, тем быстрее дно уходит в глубину, достигая около 900 футов, 270 метров. Это почти как шагнуть с подводной скалы. Это резкое падение слишком глубокое для стандартных опор моста. Поэтому проект должен подстраиваться под ландшафт, а не пытаться навязать одну форму на все пространство. Если выберут мост, то строители установят огромные стальные трубы, называемые кессонами, на дне моря. Подумайте о них как о гигантских металлических ведрах. После того, как они окажутся на месте, воду из них откачают, чтобы рабочие могли построить сухое основание внутри. Конкретный материал превратит это пространство в опору, поднимающуюся с морского дна. Плавающие краны будут укладывать длинные участки дороги между этими опорами, как кусочки пазла. Это хорошо работает в мелких водах, но установка опор в глубоких водах становится сложной из-за высокого давления, мягкого грунта и сильных волн. Туннели избегают этой проблемы, проходя под ней буквально. Рабочие могут использовать машины для бурения туннелей, называемые червями, или строить сегменты подводных туннелей на суше и опускать их в воду. Это тот же метод, который использовался при строительстве мегасвязанного проекта Гонконг-Чжухай-Макао, что доказывает, что он работает даже в загруженных глубоких водах. Теперь люди могут посмотреть на карту и подумать: 8 миль – это не так уж много. Но на самом деле это далеко не так просто, как перебросить гигантское бревно через реку и назвать его мостом. Автомобили, автобусы и поезда нуждаются в длинных, медленных, удобных подъездах, которые не будут ощущаться как американские горки. После того, как вы построите эти подъезды с обеих сторон, вся конструкция может растянуться почти на 20 миль, 32 километра. Это уже в одном ряду с гигантами, как, например, Chesapeake Bay Bridge туннель в США или Королевский мост между Саудовской Аравией и Бахрейном. Но это не только масштаб и непредсказуемое дно делают этот межконтинентальный проект сложным. Есть еще климат. Температуры регулярно превышают 100 градусов по Фаренгейту, 38 градусов Цельсия. Бетон сохнет быстрее, чем планировалось, поэтому рабочие должны охлаждать его или работать в более короткие интервалы.
Сталь растягивается на жаре, что делает точную работу трудной, а сами рабочие не могут долго стоять под прямыми солнечными лучами, не ощущая себя запеченными картофелинами. К тому же соленый морской воздух разрушает металл быстрее, чем многие ожидают. Поэтому вся структура нуждается в прочных защитных покрытиях и регулярных проверках. Если этот проект получит зеленый свет, вам предстоит ждать несколько лет. Хорошее сравнение – это Арисунский мост между Данией и Швецией. Он всего 10 миль в длину, но его строительство заняло около 4 лет в условиях гораздо более благоприятных, чем Красное море. Еще есть один вопрос, который необходимо поднять. Это то, что плавает прямо под поверхностью. Тиранский пролив является домом для дельфинов, скатов, морских черепах и даже акул, включая безвредных рифовых акул, которые плавно скользят вокруг, как будто они защищают красивые, разноцветные кораллы ниже. Эти рифы – не просто украшения. Они являются одними из самых здоровых во всем Красном море. Ученые говорят, что в некоторых частях Северного Красного моря некоторые кораллы переносят более высокие температуры, чем многие другие в мире, что делает эти рифы особенно ценными с точки зрения устойчивости к изменению климата. Это означает, что даже одна ошибка при строительстве может запачкать воду осадками, и это само по себе может задушить кораллы, как пыль, оседающая на мокрой краске. То же самое касается шума, бурения и движения судов. Рифы не могут просто отплыть, если их потревожить, как это могут делать рыбы. Как только они повреждаются, может потребоваться десятилетия, чтобы они восстановились, то есть если они вообще восстановятся. Чтобы избежать этого, проектировщики должны построить таким образом, чтобы вода оставалась как можно более чистой и спокойной. Строительные зоны могут потребовать использования силовых занавесок для того, чтобы остановить осадки. Тяжелая техника может обходить зоны с плотными коралловыми скоплениями. Некоторые участки могут быть выполнены в виде туннелей, а не столбов, чтобы не нарушать морское дно. Каждое решение должно соответствовать подводной карте, а не только той, что на суше. К тому же весь проект потребует постоянного наблюдения со стороны ученых и инспекторов. Им придется проверять, как мутнеет вода и как ведут себя морские животные во время работы. Если что-то кажется неправильным, единственное правильное решение – это замедлить процесс или изменить метод, а не торопиться с завершением и оставить риф на произвол судьбы. Но если все будет сделано правильно, вознаграждение будет огромным. Сейчас, если вы решите пропустить паром и остаться на суше, карта наказывает вас. Вам нужно объехать весь верхний конец Красного моря через другие страны, проделав путь длиной более 1000 миль. Все это, чтобы пересечь водную полоску, которая всего несколько миль в ширину в самой узкой части. Это как обойти весь квартал, чтобы постучать в дверь соседу. Постоянная связь изменила бы это. Время в пути сокращается. Порты с обеих сторон становятся проще доступными. А поездка из Африки в Азию вдруг станет такой же привычной, как пересечение длинного автомобильного моста. Не говоря уже о самой крутой части, если выберут гибридную версию. Вы начинаете путешествие с Синайского полуострова, с пустыней позади и Красным морем впереди. Вместо того, чтобы стоять в очереди на паром, вы заезжаете на поднимающийся подъезд, пока вода сверкает внизу. Дорога уходит в туннель под оживленной судоходной полосой. И вскоре вы выходите в солнечный свет с другой стороны, уже на другом континенте. Поездная версия может быть еще более плавной. Вы находите свое место. Двери закрываются, и поезд скользит к переходу без пробок. Он входит в свой туннель, спокойно проходит под морем и вскоре появляется с азиатской стороны, прежде чем вы успеете прокрутить ленту новостей. Для туристов это может означать больше курортов, больше быстрых уикендов и совершенно новое континентальное путешествие, которое становится обязательным для каждого. Для грузовиков каждое сэкономленное время – это заработанные деньги. Даже местные города почувствуют изменения. Они получат больше посетителей,
больше торговли и больше прибыли. Такая связь не просто соединяет земли, она соединяет экономики, порты и повседневную жизнь. И это огромная возможность, пока подводный мир остается защищенным. Вот и все на сегодня. Так что если вы утолили свое любопытство, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями.